Московское время 8:30, понедельник, 8 апреля, и мы начинаем нашу еженедельную встречу. Начнем с видео. Чем я только не занимался, на самом деле. Я что-то разрабатывал сайты, продавал ипотечные кредиты, строил дома. Потом я работал у нас здесь на Монде. После него, собственно, я пришел в Dodo. Получается, был 2012 год. Федор у себя в блоге публикует пост «Ищу финансового директора». Я думаю, а чем я, собственно, плохой? И пишу: вот, Федор, есть я такой молодой, звонкий, хочу попробовать. Федор мне сначала написал: я ищу кого-то посерьезнее. А потом написал спустя какое-то время: а давай. Я был не самым лучшим финансовым директором, и поэтому я решил себя искать в другом направлении, в другой профессии, и пошел в другую компанию, где у меня была возможность стать маркетологом, научиться быть маркетологом, в компанию Теле2. Я вернулся на позицию бизнес-аналитика. В то же самое время Полину Попову наняли на позицию менеджера по локальному маркетингу. Но очень быстро поняли, что что-то надо менять, и очень быстро все поменялось. И вот примерно за полчаса. Мы замучились смотреть на зоопарк оранжевых птиц в регионах. Сделали свою классную, красивую птицу, которую нарисовал Женька Апутин. Она действительно очень кайфовая. Мне больше всего запомнилось то, что мы ее 9 месяцев рожали, вылупляли, да. Партнеры начали заказывать, уже она появилась в сети, фотки уже начали появляться. Прошло где-то еще полгода, если не больше, и я ее только тогда первый раз увидел вживую. На прошлогоднем съезде первый раз потрогал. Раньше я играл в спортивное «Что, где, когда». Я, получается, на текущий момент 3-кратный чемпион Республики Коми по этому прекрасному мероприятию. Вот. На текущий момент, сейчас, я играю в разные квизы. Это позволяет не застаиваться мозгам, это позволяет хорошо проводить время, знакомиться с интересными людьми, потому что я очень сомневаюсь, что где-то еще, кроме этих мероприятий, этих людей можно было бы вообще встретить. Окей. Начнем с представления новичков. На этой неделе у нас Ольга Надеева, колл-центр, менеджер по контролю качества. Ольга учит испанский и собирается учить португальский. Игорь Поломарчук. Опять же, колл-центр, СММ-менеджер. Игорь любит литературу, и у него первый розет по боксу. Поэтому, если что-то вы не читали, что ему нравится, я бы лучше не спорил. Анна Перо, не путать с Анной Перо. Тоже колл-центр. Таким образом, мы видим, что колл-центр выбил страйк. 3 человека за одну неделю. Анна любит компьютерные игры, и она еще спасатель. И Александр Романов, Dodo есть девелопер. Александр любит игры, музыку и программировать. И он написал себе, что не существует. Я бы хотел, чтобы он поднял руку, чтобы я мог это как-то опровергнуть. Отлично. Вот. Сегодня 8 апреля, а значит, мы можем подвести итоги марта в нашей сети. За март открылось 12 пиццерий, закрылось 0. Это хорошо. Вот. И, соответственно, на конец марта в нашей сети всего в пайплайне было 811 пиццерий, 467 действующих, 67 находятся в различных стадиях строительства и проектирования, и 277 пиццерий, соответственно, находятся, они законтрактованы, на них проданы договора коммерческой концессии. Итого мы видим там, в горизонте 811 пиццерий. Продажи. Мы испытали очень резкий взлет относительно февраля. Продажи только в России превысили 1,5 миллиарда. Я бы очень хотел сказать, что это только заслуга всех, но на самом деле это, конечно, так. Нам очень помогло 8 марта, очень помогли команды, которые сделали
быстро сделали кучу вещей, которые позволили меньше стоять в стопах 8 марта, об этом рассказано на прошлой неделе. Вот. Но на самом деле нам еще очень помогло, что март — это был такой месяц, в который попало 5 уикендов. Это большая редкость, можете посмотреть календарь, когда месяц начинается с пятницы и заканчивается воскресеньем, а мы знаем, что наш бизнес, он очень пиковый, выходные пикуют в 1,5-2 раза больше. Вот, очень нам это помогло побить рекорд. Это первый раз в истории, когда выручка только в России превысила 1,5 миллиарда. Вот, соответственно, относительно предыдущего марта рост составил 69%. Из чего же этот рост складывается? Вот в прошлом марте было 893 миллиона, а в этом марте в России было 1 миллиард 508 миллионов. 248 миллионов — это настолько выросли пиццерии, которые были уже открыты в марте 2018 года. И еще 366 миллионов, собственно, плюс 41%, дали новые пиццерии, которые открылись с тех пор, начиная с апреля 2018 и по, собственно, март 2019 года. Итого это впечатляющий показатель, рост 69%. Что же касается like-for-like, мы видим такой угасающий тренд. Я когда готовил презентацию, я, честно говоря, так приуныл, думаю, что ж такое, всего на 4% мы выросли, стал консультироваться с опытными финансовыми аналитиками, как это вообще можно интерпретировать. Вот. Но мне сказали, что все не так плохо. На самом деле это значит то, что уже старые пиццерии очень сильно раскачались, уже тяжело из года в год повышать рост. И тут особенно видно падение по трафику относительно предыдущих месяцев. Это как раз следствие того, что пиццерии сплетут свои зоны доставки, соответственно, для того, чтобы улучшать качество сервиса. Ну и долго думал, какие же новости вообще рассказать о прошлом месяце. Но на самом деле самая главная новость, она одна, и она очень важная, поэтому я взял, по сути, только ее. Именно в прошлом месяце количество пиццерий в России в нашей сети превысило 400 пиццерий. На самом деле мы очень долго ждали эту отметку, потому что для нас она, по сути, дает нам возможность выйти в космос. В прямом смысле мы начинаем, с этого месяца начинается отчисление всех наших партнеров в копилку федерального фонда. Мы долго ждали этой цифры, еще в 2016 году мы начали переговоры с нашими партнерами и договорились, что когда в нашей сети будет 400 пиццерий, все начнут отчислять процент. Сперва это был 1%, потом на голосовании партнеров мы повысили этот процент до 3%. И, соответственно, начиная с апреля все наши партнеры будут делать отчисления в маркетинговый фонд. Что такое отчисление 3% в маркетинговый фонд? Это даст нам возможность только в этом году потратить более 400 миллионов рублей на федеральную рекламу, что выводит нас в один уровень с крупнейшими брендами нашей индустрии, даже не только нашей, а большой тройки. И, соответственно, это резко даст импульс узнаваемости бренда. Это нам очень сильно поможет сделать так, чтобы в сознании потребителя слово «пицца» и слово «додо» были синонимами. Вот, поэтому, на самом деле, вот это главная новость. Давайте ей поаплодируем. Мы очень рады, что мы долго шли к этой цифре и достигли. И расскажу немножко о финансовых результатах февраля. Как вы знаете, отчеты у нас финансовые идут с задержкой, мы не можем так быстро подвести финансовые итоги марта по управляющей компании, поэтому мы расскажем сейчас о финансовых итогах февраля. Вот, соответственно, прошу прощения, у меня опечатка здесь, это франчайзинг. EBITDA франчайзинга за февраль составила 3,6 миллионов. Это, в принципе, вполне понятно и логично, потому что в феврале были продажи сильно ниже за счет того, что месяц был короткий. Вот, соответственно, а наши расходы растут. Мы каждый месяц нанимаем, инвестируем в новые проекты, но мы остаемся прибыльными, и это хорошо. Вот. Что касается корпоративной сети, мы тоже видим улучшение динамики. В январе общая прибыль всей корпоративной сети составила минус 2,5 миллиона, 2,6 миллиона рублей, а уже в феврале показатель вырос до минус 0,4 миллиона, 400 тысяч рублей. Это значит, что пиццерии растут. Почему вообще такие показатели? Потому что розничная сеть открывает очень много новых пиццерий в конкурентных районах, в центре. И такие пиццерии,
они занижают общий показатель рентабельности, потому что первые несколько месяцев они могут давать минус. Вот. Но, соответственно, вот в феврале минус составил всего 400 тысяч рублей. Вот. Спасибо. Передаю слово следующему выступающему. О, извини, прошу прощения. One more thing. Я не мог пройти мимо этой новости. Она очень важна. Правда, она, конечно, не совсем попала в март, но как я мог, в общем, не воспользоваться ей? Мы абсолютно случайно, внезапно, никто об этом не знал, открыли вторую пиццерию в Великобритании, в Ковентри. Вот. Поздравляем всю команду. И эта пиццерия, которая управляется не русскоязычными партнерами, это очень интересный кейс, и я надеюсь, в сети будет все больше и больше таких кейсов. Вы, наверное, помните, да, что мы вот, ну, изначально я сказал, что у нас всего в пайплайне 811 пиццерий, но на самом деле вот такие кейсы из пайплайна не выходят. Это как раз случай, когда мы конвертируем действующую пиццерию в наш бренд, когда люди верят в наш бренд, люди опытные в операционном бизнесе. Вот мы, соответственно, конвертировали пиццерию известного бренда. Вот. И я надеюсь, такие кейсы будут все больше и больше. Спасибо. Передаю слово следующему выступающему.